Всем привет, вы на канале Криптогаечки. Индустрия DeFi потихоньку начала идти на спад в наши дни, отчасти из-за медленной скорости работы сети Ethereum, которая не вывозит огромное количество транзакций, а отчасти из-за слишком частых случаев мошенничества и скама, которые происходят в данной индустрии. И если первая проблема решится с выходом сети Ethereum 2.0, запуск которой уже официально анонсировали на 1 декабря этого года, то вот проблему с мошенничеством и скамом в отрасли DeFi, возможно, сможет решить проект, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Данный проект называется YFDAI, и он представляет собой платформу с, казалось бы, стандартным для DeFi подходом, но это кажется только внешне, потому что в основе проекта YFDAI лежит совершенно уникальная идея. Команда проекта под руководством бизнес-леди Приты Пол хотят создать максимально безопасную, открытую и легальную блокчейн-платформу для децентрализованного финансирования, который к тому же сможет транслировать свою концепцию открытости и безопасности еще и на другие проекты. На практике это выглядит так. Команда проекта YFDAI создала протокол децентрализованного финансирования, который работает на базе блокчейна Ethereum и имеет собственный ERC-20 токен под названием YFDAI. Код данного проекта мало того, что является открытым, так еще и прошел проверку от очень трастового финансового аудитора Blockchain Consilium, который досконально изучил контракт и не выявил в нем никаких уязвимостей, бэкдоров и прочих мошеннических инструментов для обмана пользователей. Но кроме данного аудитора, интересы пользователей и клиентов проекта YFDAI будут защищать также и многочисленные регуляторы и надзорные органы. В данный момент командой YFDAI подана заявка на получение эстонской лицензии по биржам и электронным кошелькам, а также заявка на получение e-money лицензии европейского уровня. Когда данные заявки будут одобрены, пользователи проекта YFDAI будут защищены законом и смогут в случае чего даже обращаться в суд за компенсацией, если с проектом YFDAI что-либо случится. Помимо этого, вся команда проекта является не анонимной, а представлена реальными людьми, и на официальном сайте можно найти подробную информацию о каждом из них, а также посмотреть их профили на сайте LinkedIn. Но это еще не все. Безопасность проекта заключается еще и в том, что все токены YFDAI, выделенные для команды, советников и маркетинга, являются заблокированными. Это означает, что они лежат на публичном неизменяемом смарт-контракте, который раз в месяц выделяет некоторую сумму токенов, чтобы они могли использоваться по назначению. Это приводит к тому, что команда проекта не имеет на руках большой суммы своих же токенов, которые могли бы позволить им манипулировать рынком и обманывать пользователей. Сама же эмиссия токенов YFDAI является ограниченной и составляет 21 тысячу штук. При этом также имеется дефляционная стратегия, по которой со временем должно остаться только 13 950 токенов YFDAI в обороте, а также ликвидность токенов YFDAI заблокирована до декабря 2021 года, и это при условии, что функция чеканки в протоколе YFDAI не предусмотрена и новые токены никогда не будут создаваться, что собственно добавляет ликвидности и ценности токенам YFDAI. Для чего же можно использовать данные токены? В данный момент у проекта YFDAI уже имеется активный протокол стейкинга, на который выделено 7350 токенов, и по которому пользователи смогут получать фиксированную прибыль по 72% в год. Помимо этого имеется еще и протокол фарминга на 6 пулах, в которых можно зарабатывать на обеспечении ликвидности. В будущем же у YFDAI появится также рынок прогнозов SafePredict, а также своя децентрализованная биржа SafeSwap. Данная биржа будет являться форком Uniswap, с тем отличием, что в листинг на ней будут попадать только проверенные токены, которые прошли аудит и команда которых не держит на руках большие объемы активов, подобно тому, как это реализовано у самой команды YFDAI. Также в будущем планируется запуск собственной лаунчпад-платформы, на которой смогут собирать финансирование только проверенные и качественные проекты. Сам проект YFDAI, кстати, не имел никакого пресейла, что опять же говорит о хорошей ликвидности токенов YFDAI. И благодаря двум данным протоколам, бирже SafeSwap и лаунчпад-платформе,
проект YFDAI и сможет транслировать свою концепцию безопасности и открытости на всю индустрию DeFi в целом, продвигая только качественные, надежные и прозрачные проекты, отсеивая скам и мошенников. На этом мой обзор подходит к концу. На самом деле у проекта YFDAI имеется еще множество различных функций и преимуществ, которые появятся в скором времени. Например, возможность займов и кредитования со ставкой в 25% годовых, система страхования для пользователей проекта и даже собственная централизованная биржа. Но более подробно об этом вы сможете узнать на официальном сайте и в документации проекта, ссылки на которые я оставлю в описании. Я же в своем видео хотела сосредоточить ваше внимание именно на подходе к надежности и безопасности у проекта YFDAI.